Представители знака зодиака Дева. Девы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события ближайшего будущего. Таро на неделю с 27 мая по 2 июня, мои дорогие девы. Уже лето у нас на пороге, время просто мчится. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Что-то тут нам переворачивается. Ух ты, у вас что-то на кону. Знаете, как вы искали выход из какой-то сложившейся ситуации. И 1000 дорог сойдутся в одной точке. Или вы примете важное решение. Для кого-то из вас это вы набираете темп, буквально 8 жезлов, после длительного периода застоя. Вы можете что-то все равно осуществить. Для кого-то из вас придется принимать окончательное решение по поводу вашего переезда далекого или смены работы. Для кого-то из вас я разные варианты называю, все-таки старший аркан мир, а перед этим у нас карта скорости, быстроты, или когда наращивается темп нашей жизни. Это ведь итог какой-то. Поэтому у кого-то тут может быть итог отчасти по финансам. Вы получаете финансы, и дальше у нас тройка жезлов, когда вы осуществляете какой-то свой проект. Или вот-вот уже в шаге от осуществления, или принятия важного решения. Но часто тройка жезлов у нас завершает этот триплет, и это мы все равно смотрим в горизонт. То есть мы смотрим в будущее, мы не оглядываемся назад, мы подводим итоги и устремляемся вперед. И вот здесь у каждого немножко по-своему проиграется. Но это то, что вас будет радовать, мои дорогие девы. Какое-то удачное стечение все-таки я вижу для вашего знака обстоятельств, событий. Конечно, от ваших приложенных усилий, безусловно, это тоже зависит. Тот, кто из вас к чему-то стремился или решал какой-то вопрос, скорее всего, у вас получится получить желаемое или завершить какой-то проект именно для того, чтобы идти дальше. Ну, наверное, по-разному, но что-то такое счастливо-благополучное стоит на пороге этой недели. Будем, конечно, реалистами, у каждого в своей сфере жизни какой-то итог может быть, но даже если он вас чем-то не радует, к примеру, или вы видите, что нет больше минусов, чем плюсов, это все равно посыл к тому, что мы идем вперед, может быть, в другом качестве. Переезжаем в другое место, а не в то, в которое мы собирались. Или что-то вы здесь можете тоже переиграть, потому что, как я сказала, 1000 дорог сойдутся в одной точке. Тут как подсказки судьбы или не случайные случайности могут происходить. Давайте же узнаем. И наш еженедельный прогноз мы зададим первый, традиционный вопрос, что важно знать или какая сфера жизни для вас будет наиболее активно проигрываться на этой неделе. Неожиданности или чего не избежать. Чему сейчас не время, мои дорогие, или что вам может помешать, какие энергии вам могут помешать, а что вам будет помогать, что вас будет радовать. Что скрыто? Может быть, и вы чему-то не придаете значения. Может быть, и кто-то скрывает. Смотрим энергетику по основным сферам жизни, и это дела, работа, бизнес. Энергия денег на этой неделе. И давайте перемешаем. Выскакивают карты королева Пентаклей. Оставлю эту карту. Эта карта ваша, мои дорогие. Это когда из хаоса вы создаете порядок. Вот, наверное, точно, с чем-то вы определяетесь. Все у вас под контролем. Все ваши планы осуществятся, мои дорогие девы. По этой карте благополучие в квадрате, если не в кубе. Когда вы можете уделить внимание самому себе. Для мужчин, мои дорогие, важная женщина в вашей жизни. И какие-то вопросы, касаемые вашей именно пары или вашего дома. Для кого-то вопросы вашего творчества. Королева Пентакли умеет сказку сделать былью. Но вот и вы где-то в этой проекции будете что-то осуществлять. И все же в личной жизни достану еще одну карту. А здесь вам правда что-то по судьбе. Какие-то вопросы будут решены. Или вы будете видеть, как это решить. Но я все-таки больше склоняюсь к тому, что да, это может где-то граничить с вашим личным решением, но по страшному суду, суд, кстати, совершенно не страшный, это карта избавления от боли и от страданий, это как карта возрождения, понимаете, поэтому отчасти нам говорят, что
какой-то тягостный период у вас закончился или заканчивается. Уже нет смысла оборачиваться назад. И, конечно, по старшему аркану тут может быть по-разному. Кто-то это будет решать вопросы, связанные с переездом, у кого-то на повестке недели, смена работы или новое направление в работе, может быть, получение новой должности. Пусть это у нас на личную жизнь выпадает, но старший аркан и личная жизнь не только про любовь, это еще наши устремления. И для кого-то именно ваши амбиции, они сейчас или осуществить ваш какой-то личный план. Это важнее, ну, где-то, чем вопросы любви, может быть, на этой неделе. Как ни странно это звучит. Но вы будете именно заниматься тем, что для вас сейчас наиболее актуально. И вот этот выход вы уже видите. Вы с большим оптимизмом смотрите вперед. Вот в целом. Вот так вот, чтобы завершить. Ну, как-то интересно. Мы начали с конца, мои дорогие. Ну, ладно, давайте теперь, что нам важно знать. 7 мечей, карта вора. Нигде не прописано, но бытует такое мнение, значит, не случайно. И поэтому хитрить придется, маски придется на себя одевать. Или манипулировать придется. Придется быть серым кардиналом для того, чтобы какой-то свой проект осуществить, для того, чтобы выйти сухим из воды, для того, чтобы не быть замеченным, для того, чтобы не согласиться на какую-то мутную ситуацию, для того, чтобы себя обезопасить и не влезть в какие-то обязательства. Будьте внимательны, уже попутно говорю, кошелькам, сумочкам, к движимому, недвижимому имуществу при подписании договоров. Читайте разным шрифтом, может быть, просчитайте что-то математически, не переходите по непонятным ссылкам. Если вы получаете письмо на почту, проверьте, откуда оно пришло, то есть достоверность адреса. Одним словом, ваша задача суметь как-то выйти из какой-то ситуации, которая вам лично не нужна. Или что-то переломить именно в свою пользу. И у вас получится. Неожиданности. Знаете, 8 чаш часто, и в первую очередь, наверное, ее значение, когда мы ищем выход из какой-то сложной ситуации или принимаем важное решение, и мы находим как раз это решение. Или пусть это будет Соломоново решение. Но мы уходим от прошлого. Еще одна карта нам как раз говорит, что мы можем выйти сухим из воды. Или что-то завершить, то, что для нас было в минус. Или то, что нас долгое время удерживало, когда нам приходилось балансировать. Или какой-то сложный период жизни. Для кого-то конкретно смена работы или переезд в неожиданностях. Может быть, потому что обстановка вокруг вас такова, но у вас что-то получается осуществить. В неожиданностях действительно перемены, которые вызваны тем, что вы хотите, мои дорогие девы, изменить. Для кого-то может проиграться и отъезд человека, или приезд человека к вам, которого вы ожидаете. Вот так тоже. Но я не могу сказать, что для вас это расслабленное состояние. Есть серия вопросов, которые вам придется решать, или которые нужно как-то красиво закрыть, элегантно, себе не навредив. Чему сейчас не время? Вы знаете, у вас прочная позиция по финансам, нам говорят. И, кстати, с учетом королевы Пентаклей, я понимаю, у каждого своя ситуация. Но финансы – это где-то ваш сейчас, ну, как момент уверенности или благополучия. У вас все-таки оно присутствует. Пусть мера этого благополучия у каждого своя, но это то, на что вы можете опереться, и не время собой рисковать. По этой карте вы должны все сохранять, и где-то 7 мечей об этом тоже говорит. И значит, не согласиться на какую-то мутную сделку или, мои дорогие, не участвовать в азартных играх. Легкие деньги опасны на протяжении всего 2024 года, да и на последующий период. Плутон в Водолее. Не совсем тут про азарт нам говорят, или про мутные сделки, кстати, правда? Потому что то, что выглядит сегодня надежным, через энное количество лет может вернуться нам какой-то обраткой. Поэтому не рискуйте своим положением, не рискуйте своим добрым именем. Этому сейчас не время. Не время рисковать всем тем, чего вы достигли, добились. Одним словом, сохраняйте сами себя. Что же вам помогает? Когда вы сделаете правильный выбор, 2 жезлов, есть какая-то неопределенность, правда, выбор делать придется.
куда пойти, направо и налево. Вам помогает наблюдение, буквально. Вот нам карта в этой колоде отчетливо об этом говорит. Что говорят люди? Найти нужную информацию. Может быть, какое-то время, короткий срок вам, как я говорила, и придется еще просидеть на двух стульях. Или не заявлять о своих решениях, вам это будет помогать. Не обнародовать то направление, которое вы собираетесь уже осуществить. Или если вы собираетесь менять работу, вы можете принять решение, но, может быть, не на этой неделе. Заявлять об этом, мои дорогие девы. Здесь что-то дайте завершиться. Или могут произойти еще переменные, если мы говорим про работу, вот именно по месту вашей службы или занятости, и может быть какой-то более удобный, подходящий момент. Одним словом, пока на этой неделе не торопитесь. Правильно оценивайте, что происходит вокруг вас. Правильно оценивайте людей. Не позволяйте увести вас от вашего главного намерения и на что-то согласиться, правда. Если это необходимо, то найти нужно недостающую информацию. А что же скрыто? Какой-то совершенно новый путь. Вы, правда, осуществите ваш план. Посмотрите, трое плетут светофор. И вот уже последняя нить и красный свет заканчивается и будет зеленый. По этой карте тройка пентаклей. Мы сдаем экзамен. Кто-то буквально из вас, на кону уже экзамены, вы получаете сертификат, диплом и будете приступать к работе, и это означает новый этап жизни. По этой карте проходит и обучение, или вы приступаете к изучению чего-то нового. И пусть это не продолжительные курсы, или пусть это не курсы, а когда вы онлайн обучаетесь, может быть, в интернет, ищете в какое-то направление для вас стало интересным, и вы собираете информацию, чтобы тоже к чему-то новому приступить. И это произойдет в ближайшее время, но не на этой неделе. И карта нам говорит, то, что ты сейчас учишь, или те документы, которые ты сейчас получаешь об обучении, или те знания, которые ты сейчас приобретаешь, в последующем ты переложишь на материальные рельсы, и твой материальный доход тоже вырастет. Ну и карта может говорить о том, что у вас сейчас переходный период. Мы сдаем не только буквально экзамен, мы проходим жизненный этап, как я сказала, и сдаем жизненный экзамен. Поэтому вы можете чувствовать, у меня сейчас выбор. Никто ничего не скрывает. Дела, работа, бизнес. Здесь что-то складывается очень хорошо для вас. Правда, вот как по тем трем картам, которые перевернулись, вы ощущаете себя наполненным. Или вы ощущаете собственную силу, собственные возможности. Но собой не рисковать. Может быть, вам захочется рискнуть в чем-то. Но я бы не сказала, что звезды для этого вам приготовили какой-то счастливый фарватер. Все-таки не случайно, наверное, девятка чаш. Это карта, когда в позиции, тем более, чему сейчас не время, мы говорили, не время рисковать своим именем добрым, не время, знаете, взять ответственность, к примеру, за какой-то проект. Этому тоже не время будет. Хотя могут приходить как раз по тузу чаш для вас новые предложения, но тогда будьте хитрее. Все-таки впереди у нас первая карта семерка мечей, которая однозначно говорит, что придется где-то, сидеть на двух стульях. Или пронаблюдать какую-то ситуацию, пронаблюдать, как человек ведет, что он транслирует, говорит, и как он действует. Может быть, не доверять первому услышанному, а навести о чем-то или о ком-то справки, с чем-то разобраться. Но настроение будет хорошим, мои дорогие. У вас действительно прочная позиция. Но это не время для того, чтобы подвергать себя риску. И почему я несколько раз на этом заостряю? Знаете, так человек устроен. Когда мы себя чувствуем самоуверенными, нам кажется, нам море по колено. А вот где-то эта самоуверенность, хорошее чувство, прекрасное качество. Но оно может переходить в самонадеянность, когда мы теряем какую-то тонкую нить, тонкий нюанс подсказки, когда мы должны остановиться и что-то не продолжать. Вот для вас продумайте, как это может проиграться. Финансы. Здесь какие-то перемены. И эти деньги, которые у вас
есть или к вам придут, или вот это ваша прочная позиция, она вам буквально помогает, чтобы осуществить переезд или осуществить смену работы. Для кого-то из вас, может быть, когда работа будет на дому, вы как-то измените траекторию, либо график работы. Вот это может быть. У кого-то приходит известие, что вам могут и предложить, и вы где-то, если прежде искали работу как подработка, здесь вы можете что-то переиграть и подработку сделать основным заработком. Сами по себе перемены приходят, все же карта колесница, и нам говорят, не оглядывайся назад, здесь только полный вперед. Ваше внутреннее решение на этой неделе может быть и Соломонова. С одной стороны, вы о нем никому еще пока не говорите, но вы с точкой в чем-то определяетесь. И если мы говорим про деньги, здесь как раз смена какой-то парадигмы вашей финансовой происходит на этой неделе. Но вообще это все ведет к успеху, мои дорогие. Для кого-то из вас это может быть релокация офиса или предложение с работой, как я уже сказала, удаленно или на дому, или вообще в другой местности, потому что там, ну, может быть, больше возможностей для заработка. Или для кого-то из вас, мои дорогие девы, тоже с учетом карты колесница, вопросы, которые, может быть, связаны отчасти, я бы сказала, с наследством, с учетом карты «Страшный суд», или с какими-то обстоятельствами, может быть, купли-продажей, когда вам тоже придется переместиться в другую местность, чтобы там решать какие-то конкретные вопросы. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда, но у вас все получится, это точно.